В общем, опять я на СВХ. Новый выпуск. К нам приехал еще один автомобиль. Этот автомобиль будет для личного пользования. Вот, кстати, что за автомобиль. Ничего такого нету, но есть интересные... Он с интересными, так сказать, повреждениями, не совсем стандартными, смотрится, ну, как бы жестковато. Вот сейчас мне интересно проверить, так ли это на самом деле. Потому что вот перед Теслой собирать намного проще, чем там зад, условно, такого плана. Там все откручивается, все меняется. Вот здесь даже вот катера есть. Всякая, короче, всячина. Опять же здесь вот новые машины стоят. Короче, как обычно, начинаются поиски моего автомобиля. Ладно, будем искать. Опять же, все, так сказать, очень быстро не находится. TRX-ик такой легенький. Ладно, все, пошел искать. Вот, кстати, такой прикольный экспонат кто-то привез. Скажу сейчас, что там в салоне. Там, блядь, дикуха в салоне. Вот, даже такие автомобили привозят. Какие-то любители ретро. Вот кто-то тоже такой фарш привез. Y такой. На самом деле это не страшное повреждение были. Вот там вот рампа, где выгружаются все машинки, которые приезжают. Машин здесь, конечно, уйма. Мотоциклы также есть. Есть все. Вот, даже есть снегоход. Короче, особо сильно долго не пришлось искать. Вот мой автомобиль. Это Tesla Model 3 2021 года, 6 месяца. Что скажете, как повреждения? Сильно колоссальные, не сильно колоссальные? Как по мне, так не сильно. Сейчас посмотрим, что у нас тут вообще по крыше. По крыше все хорошо. Лабаш у нас разбит был от того, что прилетает в капот. Лабаш близко и, соответственно, сразу же бьет. Вот так вот. Как-то так. Ну, почти практически комплектный доехал. Тут единственное, что у нас тут тоже все, в принципе, есть. Крюк от нее. Крюка нету. Хотя он был, но это наименьшая из проблем. В общем, что я хочу сказать по этой машине. То есть она, по крайней мере, комплектная. У нас здесь все практически есть. Поэтому вот такие вот машины, как бы, для меня лично интереснее брать, потому что они, ну, так сказать, не были раскурочены, понятно, какое повреждение, понятно, чего здесь ожидать, нежели автомобиль, когда разобран, и, ну, то есть половины запчастей просто банально не хватает. Там банально могли бампер скинуть, как бы партроников не было, туманок бы не было, а это все кэш. А так, то, в принципе, туманка наша на месте. То есть у него пострадала задняя часть, она, соответственно, ну, первично, то есть она восстановится. Вот. Как-то так. Все, можно ехать дальше, докупать запчасти. Здесь вот немножко у нас пострадало. Дверь, интересно. Вот, кстати, вот про те вот моменты, дверь эту ничего, ну, то есть вот водительскую дверь не открывали, то есть, соответственно, не ушатали. Ну, здесь вот немножко как бы поцарапали и все. Ну, дверь не ушатали. То есть, если ее сейчас открываешь, все, сразу автоматически ушатываешь. Поэтому нужно будет залазить через пассажирское. И все, и уже тогда все будет отлично. Короче, нам нужно на нее подать питание, запустить ее в режим транспортировки, и уже тогда можно будет катать. Вот такая вот троечка.
по резине было интересно, кстати. Ну да, резина просто лысющая, просто вот в хламы лысая. У этой Теслы сохранились записи с видеорегистратора момента ДТП. Человек едет по обычной дождливой дороге, и, судя по всему, он отпустит педаль газа, машина начнет рекуперировать, и его начнет нести. Вот. Собственно говоря, судя по всему, причиной ДТП стала просто банальная лысая резина. Вот он залетает в отбойник, и все. Ну, то есть просто на ровном месте ехал и въехал в отбойник. Где-то в колею заехал, и все, и его понесло. Всем привет! Мы добрались до базы. Вчера вечером приехал. Часов 9 ее уже доставили. Самое важное не сказал по вот этой вот машине, во сколько же она обошлась. Этот автомобиль с доставкой, с аукционным сбором, с комиссией банка, совсем без ремонта обошелся в 18 400. Ну, соответственно, сейчас задефектуем и уже будем понимать, насколько у нас здесь ремонта. Сегодня уже будет результат. Чуть позже включусь, покажу, что пострадало. Вот что при таком ДТП может пострадать. Ставка на машину была 13 500. Вот за 13 500 чистая ставка вот сыграла. Да, и на машине пробег получается 47 тысяч миль. Сняли бампер и видим вот такую вот картинку, что тут тоже не совсем все страшно. Вот наша надставка, вот лонжерон, он же вот этот вот кусочек, вот он целый, всего просто завернуло получается. И все, разбираем дальше. Два часа работы, и у нас все детали разложены. По повреждениям из такого, наверное, критичного, да, я бы не сказал, что здесь вообще какие-то есть критичные повреждения. Здесь есть где-то маленькая дырочка, вот она, вот по радиатору, ну, прям маленькая. Вот, и так по факту больше как бы вот сейчас, то есть сама геометрия у нас не пострадала, то есть она на месте стоит. Вот сейчас надо решить, что делать с крылом, и в принципе как бы все остальное идет под замену. Итак, есть небольшие подозрения насчет нашей геометрии по передней части. Автомобиль сейчас уже заедет на подъемник. Мы ее снизу промеряем, потому что вверх у нас все контрольные точки, они такие как бы не жесткие. То есть этот кронштейн, он прикручен, вот эти вот новые два кронштейна уже здесь установлены. А вот эти вот они растягиваются, то есть ну, вот этот вот кронштейн, он был тоже немножко подтянут. Нужно будет машину поднять, просмотреть нормально, и уже тогда можно будет, ну, то есть с уверенностью сказать, нужно будет подтягивать что-то или не нужно будет. Чтобы время не терять, потому что безопасность тоже у нас не быстрое дело, уже сняли подушку руля, ремень с преднатяжителем, подушку коленей, блок СРС, и все это уже поехало на восстановление. Вот сейчас нужно будет снять накладки порогов и уже поднять на подъемнике. Короче, автомобиль промерили по низам. Есть размеры, кстати, все их. Если кому нужно, можно будет там отправить. То есть вот все их размеры. То есть по размерам у нас все по низу абсолютно хорошо. Проверили гермет, проверили болты, посъезжали или не посъезжали везде по подрамнику. То есть все у нас как бы четенько в этом плане. Выявили, что вот этот вот у нас клык, он у нас кривой, то есть он у нас уехал в сторону. То есть за счет этого у нас вот с правой стороны получается большой зазор. Заодно проверили подвеску, то есть есть небольшие звоночки, там резинок, такие микро надрывы, но это такие небольшие звоночки по вот этому рычагу, вот по вот этому вот сайлентблоку, вот там вот, который идет, и, соответственно, задний сайлентблок. То есть их, в принципе, не видно, но это если так вообще прям докапываться. Вот, они хорошо себя чувствуют. Вот, заодно сделали небольшую диагностику подвески. По
подвеске все good, по батарее все good. Вот, кстати, кто не видел, как Tesla выглядит снизу. Вот у нас один мотор стоит, и задний мотор у нас стоит уже там под защитой, я не буду снимать. А так это обычная плоская электричка. Все снимаем с подъемника. Если вдруг все-таки будет какая-то кривизна, вдруг, потому что по замерам все ровненько, а тогда машина поставится на стапель и уже по лазеру будем смотреть. Ну, то есть выставим ее по центру ровно лазер и уже будем мерить левую и правую стороны. Потому что так все отлично. Итак, я забрал всю безопасность восстановления. Хочу показать, это у нас подушка руля, преднатяжитель ремня, сам ремень, блок СРС прошитый, его прошили. Так, и подушка коленей. Все, больше в автомобиле ничего не стреляло по безопасности. Можно теперь уже собирать. Блок прошился, блок старый, тот, который у меня был. Его поставим, и все будет good. Все, можно устанавливать. Итак, добрались до пиропатрона, до самой батарейки. Вот наш пиропатрон. Сейчас мы его тоже заменим, и у нас безопасность вся полностью готова. Завтра едем на стапель, опускаем лонжерон, потому что там есть нюансик, всплыл. Без стапеля не обойтись. Красим бампер, крыло и поехали. Да, лобовое еще поменяем. Пока у нас очереди на стапеле, решил переобуть шины, купил новые. Сейчас покажу, какие. Вот видели, что вот в шинах какая шумка сделана, которая для электромобилей идут. Ну, именно для Tesla. Но состояние у них, конечно, жесть просто. Просто лютая жесть. Лютый слик. Итак, вот мы уже в кузовном цеху. Tesla установлен у нас на стапеле. И сейчас кузов стоит ровно в горизонте. Основные точки крепления — это у нас крепление батареи, то есть там вот болты, по, соответственно, 4 ее сторонам. Автомобиль у нас сейчас находится в горизонте. То есть эти точки, они заведомо ровные. На них мы и будем опираться. То есть, соответственно, сейчас мы промерим вот эти наши вот лонжероны, то есть вот это вот расстояние, вот, то есть вот эти вот болты можно будет взять как эталонные и посмотреть, что-то поменялось, то есть что у нас по геометрии. Сейчас я приподниму и уже покажу, что у нас и как по геометрии. Итак, вот у нас получается, я поставил уровень по двум нашим болтам. Вот наш правый лонжерон, он четенько стоит по центру болта. И сейчас покажу левый. То есть здесь у нас есть, ну, как бы, миллиметра, наверное, 3. То есть это вообще не критично. То есть при тяге, соответственно, в сторону, забегу вперед, здесь есть момент, что вот этот лонжерон чуть-чуть внутри у нас находится. То есть меня смущала высота, потому что для того, чтобы поправить высоту, нужно будет провести намного больше работы с навесными всеми частями. То есть нужно будет все, так сказать, поснимать, чтобы можно было его жестко опускать вниз. То есть я думал, что здесь на сант прям есть такая разбежка, но получается, что у нас ушел, то есть вот туда вот вовнутрь. То есть лонж у нас ушел вовнутрь. И сейчас мы, горизонт мы поняли, а сейчас мы машину выставим по центру, и уже от центра сможем посмотреть, насколько у нас вот, левая сторона ушла. Так как вы видите, сейчас уже автомобиль тянется, получается, у нас получилось, его нужно опустить вниз на пол санта и влево на пол санта, и по диагонали получился сантиметр. Вот он уже натянут, тянется под углом в 45 градусов. Подрамник не стал снимать, потому что я его приопустил. То есть он здесь у нас сейчас на подстраховочке стоит. А когда открутил подрамник, болты, ну, то есть он встал на свое место. То есть было в напряжении. Ладно, будем дальше тянуть.
Потом покажу финальный результат, уже непосредственно под уровень. Казалось бы, маленькие повреждения, совсем немного нужно. То есть чуть-чуть потянуть туда, то есть что такое полсантиметра? Ерунда, и вниз полсантиметра, но металл ты когда растягиваешь в сторону, он опять же возвращается. То есть нужно перетянуть, чтобы он вернулся в нужное положение. Вчера где-то потратил на все про все 12 часов. Вот сейчас покажу, что у нас автомобиль четенько в уровне. Здесь такая же ситуация. Все стапельные работы теперь закончены. Теперь мы его соберем. И все. Кстати, очень удобно на стапеле собирать машину. То есть вот выставил все эти болты в ряд. И все, и там не нужно 10 раз разбирать, собирать. Сейчас еще центр себе сделаю, и вообще машину прям, блин, максимально удобно собирать. То есть понимаешь, что, где и как. Где-то что-то подправить нужно будет. Короче, будет лучше, чем у Тесла. Вот, кстати, вижу, уже косячок есть по этому кронштейну. Вот уровень показывает, что то есть его нужно вот сюда, вот вниз. Вот это очень удобно. Прям удобно. Все. Потом покажу, что получилось. Нужно будет еще крыло подправить. Здесь вот сейчас оно должно идти вот так вот ровненько по всему периметру. А здесь получается завал в этом месте. И за счет этого она чуть-чуть вот здесь вот сейчас не совпадает. Вот это вот поддавить нужно будет. Сейчас нужно будет какую-нибудь приблуду такую вот придумать, чтобы зафиксировать в 2 точках и давануть. Вот оно краситься не будет, вот эти вот моменты будут затамповываться. Затамповываться, залачиваться. И все. Максимально попытаемся сделать, уменьшить количество окрашенных элементов. Пока что в планах это покрасить бампер и покрасить крыло. Попробовать без перехода, но не знаю, что из этого получится. С этим цветом никогда ничего хорошего не получается, если не делать переход. Все, погнал дальше. Итак, сегодня 22 мая, это 10-й день. Мы автомобиль уже окрасили. Крыло и бампер. Автомобиль, казалось, был бы с большими повреждениями, но окрасится всего лишь 2 элемента. Капот у нас был цвет, крыло подкрасили, потому что при ДТП немножко здесь были повреждения небольшие. Не хотелось их все-таки подтамповывать, так как элемент позволяет сделать переход, сделали переход. И также стойка, которая была повреждена крылом. Вот эту вот часть мы подрихтовали без покрасом и окрасили ее. А крыло у нас также окрашивалось по-мокрому. Попозже сделаю замеры крыла и посмотрим, сколько у нас там микрон получилось. Вот так вот. Казалось бы, большое повреждение, а на все про все ушло порядка 10 дней. Ну да, то есть это не полноценные 10 дней, нужно будет еще собрать, выставить зазоры, сделать всякие технические тесты, и только тогда можно будет полноценно использовать автомобиль. Все, я погнал дальше собирать. Итак, всем привет! Сегодня у нас уже 25 мая, и напомню, что автомобиль приехал у нас 12 вечером, я его забрал, и уже я сижу в автомобиле, я его заряжаю. Оставалось там где-то процентов 11, когда он приехал. Да, конечно, тут по салону еще нужно поделать, то есть ничего не делалось, так, протер и все. Сейчас покажу, что у нас получилось. Ничего пока не полировалось, не делалось еще, подвыставим зазоры, но уже для перемещения она полностью подходит. Все, ни одной ошибки нету, все ошибки погасили, прокачали систему охлаждения, то есть сейчас все топчик, первая зарядка, сразу же на CCS, на быстрой зарядке через вот такой вот переходничок. Переходник сейчас потестирую вообще, как он и что он. То есть он универсальный для реста и для до реста. По машине также нужно будет поубирать всякие такие вот вмятины, то есть их не хватает, подтамповывать где-то сколы, их немного, но тем не менее нужно будет сделать. Ну вот так вот, в принципе, вот теперь можете оценить, автомобиль был с какими повреждениями и за сколько дней можно его привести в нормальное состояние. Вот так вот, потом более подробно сделаю подсъем и уже тогда
сможете оценить полностью работу. Здесь он еще до конца не собран, то есть трапеция дворников стоит, но сами дворники не накинуты. Вот. Ладно, буду тестировать. Первая зарядка, послежу за всем. Сегодня у меня запланирована поездка, дальняя поездка. Нужно автомобиль поставить на учет. Это нужно будет проехать туда и обратно порядка 650 километров. Автомобиль сейчас заряжен на 100%, возможно на 99%. Поедем, проверим, какой у него запас хода, найдем какую-то оптимальную скорость, потестим его заодно. То есть я уже 2 дня потестил, в городе покатался. Вот он стоит, заряжен, зарядился и просто стоит. Все, будем делать включение еще в процессе, как будем катиться. Вот. А так прикольная точилка. Экономично кататься. У нас там сколько процентов? О, 100. Вот через такой вот переходничок заряжаемся на ЦСе. На быстрой зарядке. По дороге у нас, если что, будет 160 киловаттная зарядка. Заодно проверим, сколько она выдаст. Итак, мы проехали уже где-то 260-270 километров. Нам еще где-то километров 30 осталось ехать до цели. Вот я хочу показать наши показатели. То есть получается 13,5 киловатта потребляет на 100 километров. Можете умножить на 0,49, это если на быстрых, и 0,4 рубля на медленных зарядках. И знаете, сколько здесь расход на сотку. А получается, у меня еще запас остался где-то 277. То есть, грубо говоря, я практически, возможно, доехал бы и обратно. Сейчас я хочу протестить. Это, наверное, в Беларуси самая, получается, будет быстрая зарядка. Это 160 киловатт. Посмотрим, сколько она даст реально. Итак, на зарядку закинул автомобиль. Он с первого раза не стартанул. Думал, блин, что, попал, что ли? Надо на другую ехать. Так себе тут на следующее далековато. Ну, не надо мне туда ехать. Короче, получается, со второго раза она запустилась и, соответственно, показывает 56 киловатт. Возможно, еще разгонится, но что-то я сомневаюсь, что она разгонится. Ну, тоже неплохой результат, довольно-таки. То есть 50 минут показывает до 100%, при условии того, что до 80 она будет заряжать на большом токе, а потом она, соответственно, все это дело скинет. Ну, постоим сейчас, зарядимся до 80 и поедем дальше. В принципе, как бы это даже не напряжно. Итак, 30 минут, подзарядились, и теперь можно ехать дальше. Кстати, отписала техподдержку, что они удаленно запустили. Я даже не знаю, это из-за того, что я достал и разъем с машины и назад вставил, и оно заработало, либо они запустили, но не суть. То есть все, в принципе, отреагировали быстро и довольно-таки... Я, короче, поблагодарил их. У нас в итоге 85% и 460 километров запас хода. Поэтому не так-то это и напряжно, в принципе-то, ездить на электромобиле по Беларуси. Да, хочу сказать, что не только очень хорошо передвигаться на этом автомобиле по Беларуси, так как здесь довольно-таки хорошая инфраструктура, а также я на этом автомобиле съездил в Польшу, и дорога до Варшавы и обратно у меня по стоимости составила 70 белорусских рублей. То есть эквивалентно доллару это где-то порядка 22 долларов. Но был небольшой лайфхак. Я заряжался бесплатно на заправках сети магазинов Lidl. Да, в Европе еще есть заправки, на которых можно заправиться бесплатно. Но даже если бы этого не было, все равно, то есть стоимость самой поездки в раза 3 дешевле, чем ехать на каком-нибудь автомобиле с ДВСом. Поэтому этот автомобиль вполне можно эксплуатировать не только по Беларуси, но и ездить еще и за границей на нем. То есть заправок там уйма, поэтому никаких проблем испытывать в этом не будете. Ну, а я расскажу, что еще на данном автомобиле, так как я на нем проехал уже порядка 13 тысяч километров с июня месяца,
это хороший тест автомобиля. Я его заклеил еще практически весь в полиуретановую защитную пленку, так как катаюсь много и по трассам, и, соответственно, не хотелось бы очень быстро прийти опять к покраске из-за множества сколов. Поэтому все места, которые подвергаются пескострую, я защитил пленкой. Вот. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписка, и я буду стараться делать дальше для вас такие же видео. Всем пока!